Ну что, мы вчера отлично посидели у Гоши, поболтали, поужинали, обсудили всякие дела насущие и в целом Аргентину, потому что на старте нам интересно вообще все. Вот. И, наверное, часам к 10 вечера мы оказались дома и легли спать сразу же, потому что для нас это очень поздно, чтобы вы понимали, очень поздно. Но я проснулся просто в 4:30 утра, сел работать. Потом еще Даша, когда проснулась, мы позавтракали, я чуть-чуть еще там покемарил, но в целом держусь, стараюсь вставать все так же рано. А на сегодня у нас план, как всегда, с утра поработать, пока работает Россия, а позже мы ходим на просмотры квартир, ищем для себя лучший вариант жилья. Сегодня, кстати, идем в какой-то новый район. Мы тут не были, решили дойти пешком, идти минут 40. Решили прогуляться, чтобы все равно посмотреть город. Мы же изучаем его. Ну, конечно, город красивый. Сегодня еще погодка так потеплее, так я вон в футболке да в рубашечке. Вот мы шли по центру, уперлись в какой-то красивый парк. Сейчас, наверное, через него пойдем. Маршрут, по крайней мере, так лежит. Обалдеть. А посмотрите, какое дерево. Оно же просто гигантское. Ну и домики здесь очень красивые. Выглядят как будто какие-то патрики. Да? Похоже ведь? Квартирка в целом хорошая была, но там не было балкона. И находится она, ну, не так, чтобы прям там, где нам хотелось бы. Вот. Поэтому... Не знаю, конечно. Сейчас будем еще смотреть. Угу. Короче, на последнем этаже есть гриль вот такой. Ну, гриль и всего ничего. Еще один маленький, но очень приятный момент. Даш, вот есть лучше. Вот лучше. Мы сейчас с Дашей слышим из окна, кто-то поет. Вот прям слышно какие-то футбольные фанаты. Раз вниз выглянули, никого, ну ничего не видно. И потом Даша кричит: смотри, смотри, в соседнем доме, прямо на последнем этаже, футбольные фанаты Бока Хуниорс поют какие-то песни, веселятся. Бока Хуниорс — это футбольный клуб из Буэнос-Айреса, один из самых известных и крупных. Может быть, сегодня даже какой-то матч, мы просто об этом не знаем. Ну что, мы прожили в этой квартире 3 ночи. Пора выселяться, потому что сегодня уже сюда заезжают другие люди, квартира была забронирована дальше. Мы арендовали другое жилье на Airbnb и все-таки параллельно еще смотрим квартиры на долгий срок. Очень много времени все-таки уходит на это, но это тот самый базис, с которого надо начинать. Вот. В целом про квартиру. Квартира была классная, тут был мой рабочий стол и наш обеденный. Здесь мы проводили основное время. Прекрасная светлая спальня. Вот такая вот хорошая, светлая, с пуховым, ну или какой легким таким вот одеялом. С приятными подушками. Вот, в общем, все было отлично. Сейчас мы ждем хозяина, отдаем ему оставшиеся деньги, потому что мы на одну ночь продлевали квартиру. И выезжаем отсюда. Будем жить мы буквально в одном квартале, но поедем на такси, потому что чемоданов очень много. Вот, я не справлюсь один их таскать. Вот, поэтому доедем на такси, тут может быть метров 100. И будем заселяться в студию. Студия будет поменьше, тут прям квартира с отдельной комнатой, отдельной кухней, там будет студия. Вот, на пару дней мы там, но может быть что-то мы решим за эти пару дней. Ну что, а нас при выселении парень, который забирал нас ключи, подвез до наших новых апартаментов. Здесь буквально недалеко. Даже такси вызывать не пришлось. У него еще машина такая удобная была для этого. Поэтому мы уже с вещами внизу.
Нас сейчас встретят и проведут, покажут все. Место очень приличное, район тоже очень хороший. Yeah, sunny days, no clouds in the sky, about to get away. Feels like it's been a freaking decade. Sorry, don't call me 'cause I'm gonna be on break. Sunny day, make way. All the stress and doubt. Таскаем чемоданы, загружаем, перегружаем. Фух. Ну, кстати, я уже как-то даже и подпривык, уже не кажется, что их очень много. В принципе, 20 минут и все готово. Мы сейчас ходили на просмотр квартиры, и недалеко от этого дома находится китайский квартал, где, как всегда, много всяких безделушек, магазинов и, конечно же, вкусной китайской еды. Но мы сегодня сделали упор на японскую. Я 9 месяцев не ел суши и роллы. Последний раз это было в районе Нового года в России. И тут вот оно. Я прям в предвкушении. Наконец-то. Я прям мечтал об этом, ребята. Даша, а тебе как? Мне вкусно. Удон. Или что это? Что это типа удона? Ребята, это, конечно, обжирало. Мы, правда, так дешево еще с Дашей не ели здесь, в Буэнос-Айресе. Дешевле всего получилось в китайском ресторане. Но объелись капец. Но я счастлив и доволен. Я роллов наконец-то поел. Потому что в Грузии они стоили как крыло от Боинга. Все. Просто давняя мечта исполнилась. Можно об этом забыть и жить дальше. А вот это, ребят, фавелы. Здесь они называются виши. Они не контролируются полицией, и прийти сюда – это, скорее всего, остаться без телефона и украшений. На это место лучше смотреть с дороги, из-за забора и в светлое время суток. Хотя для самых отчаянных сюда даже водят экскурсии. Но это на ваш страх и риск. Да, ребят, необычный район. Вот по ту сторону, там через дорогу и железную дорогу, там Виши. Вот если дальше, там другой район. Но типа тоже, не совсем такой, но не самый лучший. А здесь прям вообще лакшери. Здесь отели типа Four Seasons, здесь какие-то бутики, очень модные, красивые люди, какие-то дорого одетые. И все вот такое. Этот находится, главное, так недалеко вроде от самого криминального места, одного из. Но здесь вообще никого такого нет. То есть люди прямо такие чётенькие все. Вот, и квартиру, которую мы сейчас смотрели. Это, знаете, это вот что-то, если бы мы снимали, мне кажется, где-нибудь в центре Милана. Вот такое. Такая квартира винтажная, высокие потолки, дорогой ремонт. В общем, очень хорошо. А вот агентша, она тоже выглядит как бразильская звезда. В общем, Буэнос-Айрес очень разный. Вот это правильно про него будет сказать. Потому что буквально здесь же, рядом с этим всем, вот такая картина. Last night I had a dream of us coming together. Last night, in my dream, I saw unity. А тут такой интересный райончик. Тут какие-то монументы, полянки. В общем, выглядит очень даже все прилично. Мы будем сюда иногда ходить гулять. Но жить в этой квартире не очень хочется. Она все-таки такая винтажная. Не очень я себя представляю вот в этом во всем. Вот это роскошь, лепнина. Другого типажа ищу квартиру. Доброе утро, ребят. Сегодня интересный день. По крайней мере, начинается он так. Потому что Гоша заехал за мной на байке. Здорово. Здорово. Ай, хорошо. Ну что, сейчас попытаемся прицепить крепление для камеры и поедем кататься.
Так, господа, первая остановка у нас на выставке ретро-автомобилей. И очень интересный образец, это старенький-старенький Peugeot. Очень похожий на Москвич 412. Правда ведь? Я думаю, что прототипом москвича, наверное, и был этот самый Peugeot. А вообще автомобили интересные. Они не такие, чтобы прям очень старые, но по ощущениям, типа годов, наверное, 70-х. Ну хотя, как? Это же уже 50 лет прошло вообще-то. Да. О, там вот всякие есть. Вплоть до Volkswagen Жука. Ребят, видели когда-нибудь вживую машины из игры Кармагеддон? Я теперь да. Смотрите, какой прикольный образец. Да, ребят, очень круто, что здесь можно увидеть не только классику, которая была в серийном производстве, но и интересные образцы гоночные для разных соревнований. Вот такие, например, для американских гонок. И, наверное, не только американских, потому что здесь есть и Альфа-Ромео, и Peugeot. В общем, очень интересная выставка на самом деле. О, это какой-то прототип советского автомобиля. Да, ребят, в общем, прокатились классно. По городу, по разным районам, все посмотрели. Хотя бы составил впечатление о городе. Реально, город красивый, большой, просторный. Особенно мне вот после Батуми хочется вот сейчас простора. Это, конечно, вторым номером на байке кататься. Такое. Я-то не пробовал давно. Ну, в детстве только. Ну так, забавно. Короче, город классный, город мне понравился. Город просторный, красивый, мне не хватало простора. Есть интересные монументы, есть разные районы, которые друг от друга отличаются. Интересно. Мне пока очень заходит. Сейчас мы гуляем по микроцентру. Здесь много всяких ларечков, чехлов для телефона, еды, обменников. Такой настоящий дух Буэнос-Айреса. Идем мы кушать с Сашей хот-доги. А это район нормальный, безопасный район? Или такой уже? Ну, в целом, его можно назвать безопасным, потому что здесь много полиции. И это тоже центр города. Вот. Но здесь очень много бедных, и ну, лично мне было бы не очень комфортно здесь жить. Ну да. О, вот мы пришли. О, наше место? Да, мы тут что-то пока катались, проголодались, решили зайти хот-догов поесть. Тебе дают сосиску. Забирайте. Да. Так, мне дают сосиску и... Сосиску булку. Добавляешь себе все, что ты хочешь. И вот это- сам типа. Да? Нормально. Окей. Camina. Rico, rico, rico. Да, вот такая красотища у нас получилась. Очень прикольный формат фастфуда. Да, это было потрясающе вкусно. Понравилось, что можно выбрать все продукты самому. И стоило это все 2500. Это вместе с напитком.
Короче, очень хороший прайс. Да, ребята, мы между делом еще и на съемки приехали. У Гоши тут друзья решили последовать трендам и стать участником одного из. Снимают сейчас рилс в какую-то из соцсетей. Типа, такой рилс уже есть, но он есть про Барселону. Они сейчас снимают такой же про Байрес. Это, видимо, будет теперь тренд по каждому городу. В общем, вот, репетируют. Сейчас будет съемочка. Наша задача довольно простая. Гоша должен проехать и сдернуть сумку у Лены. Вот. Ну, в общем, Гоша сейчас натренируется, потом... 3 месяца репетировал, я уже готовился. Вот. Я и смотрю, он прикид модный, костюмчик летний, чё? Очки с кого-то снял. Мотоцикл себе купил. Поднялся, в общем, в Аргентине живем. Давай. Все, пошел. Оп, увидел, оглянулся, ага. Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me... Так, ребят, мы на сегодня накатались. Сейчас иду домой, беру Дашу и идем в гости к Гоше. А вот он пока с 2 шлемами едет в сторону дома. Доброе утро. Мы вчера вечером отлично посидели у Гоши. У него, кроме нас, в гостях было еще, наверное, человек так 6 или 8. Очень разносторонняя компания. Вот, но были очень интересные люди. Например, парень учится на пилота малой авиации. Ну, блин, офигенно же. Где вот такого встретишь вообще? И с ним реально было интересно общаться. В общем, какие-то новые горизонты, новые интересы, новые люди. Мне нравится. Дома у нас такой себе бардачок. Вот, мы сегодня с утра даже не стали там ничего делать, просто сразу пошли завтракать в одно из заведений, которое нам понравилось тут. Хотим позавтракать и дальше заняться своими делами. Студию продлили еще на сутки, потому что, наверное, мы определились с выбором квартиры. Мы сказали, что будем брать. Там ребята готовят договор. Ну, в общем, тут вроде дело движется. Очень хочется закрыть эту базовую потребность как можно скорее, потому что это мешает нам двигаться дальше. Вот такие новости. Да, еще, ребят, время 9 утра, а Байрес такой тихий, уютный, солнечный. На улицах очень мало людей, а те, кто есть, гуляют с собаками. Вчера, видимо, Байрес погудел немножко, потому что мы в магазин ходили днем, там все затаривались винишком. Вот. Ну и, как следствие, вообще никого. Ну, автобусы, правда, ездят. В общем, очень уютное утро, прямо нравится находиться здесь в этот час. Какое-то вот летнее утро, я бы назвал его так. Ну, в общем-то, и все. Это было потрясающе вкусно. Пицца была прямо вот на высшем уровне. Вот как надо. Именно так я представлял себе Аргентину. Что с утра выходишь, завтракаешь, пьешь кофе, ешь какую-то пиццу. Вообще, классно. Прям хорошо посидели. Даша сказала, что прям как-то спокойно. Хорошо. В общем, вот на таких позитивных вибрациях и началось наше утро. Ребят, у нас сегодня очень необычное мероприятие. Гоша опять втянул меня в какую-то авантюру. В общем, мы идем на занятия по вокалу. И только вот за полчаса до выхода я узнал, что занятие будет проводиться в парке. То есть мы будем петь в парке.
Да, вот Гоша, кстати. Вот, ребят. Боюсь, что мне понравится, я потом других мест вообще не буду знать для пения. Буду ходить в парк петь. Нет, можешь просто ходить по улице и петь. Здесь, в принципе, в Аргентине О, много так подожди, людей это столы для футбола. футбольного Тенниса. тенниса, да. Это крутяк, я всегда хотел поиграть в такой. Площадочка тоже для футбола. Ты играл когда-нибудь в такой? Мне кажется, нет. Вот я хочу прям этот футбольный теннис. Мы точно сюда идем? Мы будем петь ребенку? Да. Почему вы даже, ребят, спали? Прикольно. Доброе утречко. Здравствуйте. Что, правда будем петь в парке? Да. Кайф. Я Гоша. Я тут и чуть не изменился. Чуть-чуть, да. Да. поэтому- Сегодня без шляпы. Точно будет. Да, привел вам еще. Привет. Hey, what's the matter if you feel right? Don't you feel right, baby? Hey, oh yeah, get it from the main vine. All right, I said find it, go and love it if you feel right. Yeah, hey. It's your business, it's your business. If you want some, take some. Get it together, baby. Come and get your love. 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 Come and get your love, come and get your love now. Come and get your love, come and get your love, come and get your love now. Come and get your love, come and get your love, come and get your love now. Come and get your love, come and get your love, come and get your love now. Come and get your love. 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 Да, ребят, интересный опыт. Вообще петь в парке — это первое. Второе, очень интересные люди оказались. И преподаватель, ну прям крутая, прям опытная. Вот то, что надо вообще. И буквально за один урок я научился работать диафрагмой и нижним прессом для извлечения звуков и регулирования их. В общем, хорошо провели время, мне нравится. Я еще пойду обязательно. Я считаю, классно провожу день. Так, ну что, напевшись, я пришел домой, поработал, Дашулю он забрал. Потом он там лежит в темнице сырой. Пошли мы гулять, но начнем прогулку мы, наверное, все-таки с обеда. Нет обеда, нет прогулки. Вот, и дальше уже пойдем изучать город. Я в Google картах поискал, нашел какой-то интересный ресторанчик. В общем, сейчас сходим, узнаем, что там за место такое, что там дают. Вот, вообще уже, конечно, даже хочется заехать в квартиру, распаковаться и начать самому готовить. Вот. Но пока мы на чемоданах, мы часто едим в заведениях. Ну, такой вот этап у нас. Уже не первый раз в заведениях вижу, что приносят хлеб и вот такие какие-то овощи. Интересная традиция. Не понимаю, как это и с чем есть. Если знаете кто-то из вас, напишите, пожалуйста. Потому что я пока еще не знаком так близко с культурой Аргентины, но очень интересно. Perfecto. Gracias.
Да, ребят, мы заказали лазанью и равиоли с каким-то очень интересным соусом. Принесли тертый пармезан. Все готово, будем пробовать. Выглядит просто потрясающе. Вообще здесь еда очень вкусная. Никогда не пробовал равиоли. Ну, как какие-то пельмешки почти. Прикольно, интересно. Они, получается, сами с шпинатом. И плюс еще соус сверху какой-то классный. А лазанья, смотрите. Вот это красотища вообще. Она очень странная, там какая-то ветчина. Мне прям какие-то куски мяса попадались. Вообще так не должно быть. Но вкусно. Вкусно. Что это за куски мяса? А, вот они. Это, наверное, не куски мяса. И лазанья же она с фаршем обычно. Мы вышли в парк, а тут куча людей. Все отдыхают, гуляют. Кто в футбольчик играет, кто на скамеечках сидит. В общем, хорошо все. А там какая-то ярмарка большая. Вот надо, наверное, туда нам сходить. Да, много всяких сладостей, бразильские, мексиканские. А вот шавуха. Только маленькая шавушечка. Тут просто тонны еды и выбор-то, кстати, вообще хорош. Люди из города прям стекаются сюда, тут стоят очереди у каждой палаточки. Прикольно. Очень много предложений, очень много спроса. Вот. При этом люди берут еду, идут дальше, садятся на лужайку, отдыхают, кидают мячик. Вот. В общем, хороший семейный выходной получается в этом парке с этой ярмаркой. Сзади меня одна из главных достопримечательностей Буэнос-Айреса – это металлический цветок. Его возвели в начале 2000-х, он весит много тонн, и его основная фишка в том, что каждое утро его лепестки раскрываются, а вечером цветок закрывается, имитируя при этом настоящие живые цветы, только его лепестки из отражающего алюминия, в которых виден весь город. Также вокруг цветка водоем, чтобы, так скажем, воссоздать иллюзию всего живого на Земле. Мы с Дашей решили, что им просто холодно сидеть дома, поэтому они, аргентинцы, в выходной день реально все выходят на улицу. А на улице и правда сейчас около 20 градусов, а дома можно греться только кондиционером. Поэтому все лужайки, все полянки заняты людьми. Играет музыка, и люди отдыхают на травке.